Доброго времени суток всем. Сегодня у нас обзор 77-го SPRS The Reliance от Evergreen. Начнем с того, чем закончили прошлый не обзор. Ловля на очень тонкую плетенку 0.13, чтобы слегка напомнить о поведении спиннинга, ну и о том, что вываживание получается с такой плетенкой, конечно, более волнующим и интересным. А потом по ходу ролика плетенка будет уже 0.4, так как я буду пытаться ловить и воблерами, и блеснами. Ловля будет происходить на разных водоемах в течение одного дня. Я пытался показать таким образом некоторую универсальность этого спиннингового удилища. Ну что, поехали. Я надеюсь, это не чонга, потому что она нырнула вслед за упавшей приманкой. И сразу после этого произошел удар. Что-то легко начал двигаться очень. Не туда ты хочешь плыть, товарищ. Иди сюда. Я не пойму, опять лещ, что ли? Блин, он в коряги зашел. Козлина. Пошли сюда. Да 100% лещара, блин. А нет, судак хороший. Вот такой человеческий. Не мега, ну, блин, за кило. Давай, иди сюда. Да какое кило? Полторуха есть. Давай, иди сюда. Ай, блин, ты расскажешь, блин. Так, я понял. Иди сюда, да, товарищ. Отпускаем Судакевича. Давай, уходи. Отлично. Ну что, начнем настоящее испытание 77-го. Травка есть. На дне ее достаточно много, да? Попробуем вот такой разведывательный вариант с одним крючком блесны. — 17 грамм. Спиннинг не провалился. Блесну, конечно, слышно. Не максимально, но достаточно. И все, да? Нет, продернул. Понятно. Травка, да, я не знаю, с тройником это просто нереально будет. Я думаю.
Пусть она еще и прошлогодняя, но плетенка 0,4 и уже поработавшая. Работа на шестерке Deadfloat. Заброс неплохой для таких небольших колец. В общем-то, вот этот размер прекрасно твичится. Причем он как бы довольно упористый из-за почти вертикальной лопаты. Попробуем что-нибудь покрупнее. Deadfloat 8. Ну, вопросов тоже нет. Но напряжение чувствуется посильнее. Да, нормально. Тянет вполне. Так, ладно. Пока рыба не ловится, поэкспериментируем еще с воблерами. Монтера, которая Асура 90. Отлично полетела с ветром. Так, что у нас по твичу? Это был зацеп за траву. Еще один. Так, надо поднять ее. Асура 90. Точнее, копия на нее от Strike Pro. Не идеальный твич. Работает вершинка. В принципе, работать можно. Из чего-то покрупнее у меня с собой только Sidestep 95. Вот тут уже прогружается и дальше спиннинг. Я смотрю. Не только верхняя часть. Так. Смотрите, на Асуре загружалась вершинка, казалось, что это самое, и казалось, что была поклевка, и казалось, что спиннинг на чуть большем воблере провалится, но нет, не провалился, наоборот, теперь загружается нижняя часть. Тоже. Это хорошо. То есть вершинка не провалилась в ухнарь, а напряжение, нагрузка передается теперь и на более мощную часть спиннинга. Это очень хорошо для ловли воблерами. И не только воблерами. Вернемся снова к блеснам.
Ну, что могу сказать? При забросе 17-граммовой блесны, понимаешь, в палке, конечно, никаких 25 грамм поверху нет. Про стаферы там на эвергриновском сайте пишут, что пользуются бомбардами весом больше 20 грамм на этом спиннинге. Ну, я не знаю, может быть им не страшно, у них спиннинги бесплатные. Я как-то вот не могу себя пока пересилить. На мой взгляд, поджигу по-нашему. Реалистичный тест этого удилища 14-15 по свинцу. Вот. По всему остальному грамм 17-18 вверх общего веса приманки. И ловить как-то по-другому я не представляю как. Возможно, спиннинг действительно выдержит, я не знаю. Ну, есть много жалоб на сломанные вершинки. Возможно, как раз связанных с тем, что люди очень поверили в тест. Хотя вот сейчас кинул хлестким забросом, нормально. Против ветра. Честно, не стал бы. Потому что не хлестким забросом, ну, есть подвал. И, на мой взгляд, нету уже прибавки по забросу. Это явный признак близкого перегруза. Так, вот палочка отрабатывает полностью. Потому что сейчас 0,4 плетенка. Надеюсь, судачок не сойдет. Там офсет стоит. По идее, не должен. Вот он загружен. До комля гнется. Так, иди сюда. Иди сюда, друже. Бобер. Спасибо за поклевон. Есть пробитие, хотя я считаю, что это судак сам себя пробивает. Пошел.
Судя по свечке, сделанной сходу рыбой, это, наверное, была щука. Небольшая, но приятная. Как они не срезают? Мне пока везет. Ну да, шнурок. И еще одна свечка. Иди сюда, жаба. Так, по-моему, очень близка к срезу. Надо ее тянуть уже. И все. Вот, молодец. Сейчас мы из тебя вытащим его. Давай. Погнал. Так, дежурного я снял. Так что, наверное, нужно ждать либо следующего дня, либо через пару часов приходите, когда обновится состав участников. Это был окунек. Тут-то был. Почему не взял, непонятно. Мелкий судачок. Хотя я предпочел бы крупного.
Иди сюда. О, вот это уже загружен спиннинг. Я понимаю. Иди сюда, сфоткаемся. И пойдешь гулять. Да ладно. Что ты там рассказываешь? Иди сюда. Да ладно. Пошли, двушечка. Ну, чуть не до двушечка, ладно. Ну, прикольная, в принципе, щучка. Отпускаем щукана. Так, ну что можно сказать? В общем-то, до 3-4 килограмм проблем не будет с этой удочкой. Ну, в плане ресурсности и мощности. Шнурок. Здравствуйте. Не, обратно. Сейчас отпустим. 6 грамм. 2 дюйма. Ну и в конце дня немного стритфишинга. Итак, пора, наверное, подводить итог. Я долго-долго порывался, с чего начать и чем закончить. Впечатлений очень много. Ну, начну, наверное, я с того, что обещал в конце прошлого ролика об этом спиннинге. С отрицательного. Ругать будем. Но не его. Хотел его ругать, потом, пока думал, как же это все произошло, такое безобразие, в общем-то понял, что спиннинг ни при чем. Виноваты люди, которые писали на него ТТХ. Общедоступные ТТХ. Те, по которым обычно выбирают спиннинги. Значит, первое и самое страшное. Если бы я мог обратиться к Evergreen, я бы у них спросил: Evergreen, вы чё? Ах, уели? Зачем вы написали на спиннинге по большому счету до 15 грамм
то, что он до 25. Мне скажут, ну японцы не ловят джигом, они там ловят совсем по-другому. Может, у них это как раз и честный тест 25. Ну хорошо, согласимся на секундочку. Тогда почему на остальных спиннингах у них из этой же серии, из более старых серий, тест соответствует общему весу монтажа? Как так получается? То есть там они врали? Или тут они врут? По-моему, тут они врут. И врут так не слабо, на 1/3. Ну, даже чуть больше. В общем, как бы вопрос такой непонятный, зачем это было сделано. Как бы, если бы они написали поверху 20 грамм, ну, я бы этот вопрос бы вообще не поднимал. Потому что, ну, в принципе, 15 грамм поджиг головки, которую он тянет, которую увеличивать ни в коем случае не хочется. Плюс резинка 3-4 грамма. Ну, 20 было бы более-менее честным тестом. Ну, идеально честным было бы 15-16 в таком духе. Но они написали 25. Ну, нет у них их 25, даже не надейтесь на это. Ну, просто нету. Есть много в интернете жалоб на поломки кончиков этих удилищ. Возможно, как раз это связано с тем, что люди, не зная броду, пытались нагрузить спиннинг по полной программе, или даже, может быть, и не полной, но близко к тому, и ломали его. До того, как я его лично приобрел, я думал, что это связано с кривыми руками, но вполне может быть, что просто это связано с кривым тестом. До этого спиннинга я у Evergreen таких приколов не замечал. То есть все было честно. Верхний тест обозначал общий вес монтажа. Вот. Чуть-чуть менее страшный вопрос, но тоже связан с тестом. Эта модель обозначается как SPRS 77MT. Вот тоже к этим цифрам, ко всем почти нету, и буквам нету никаких претензий, кроме одной и самой важной. Ну, второй по важности, кроме роста. К буковке М. Это не М. Допустим, у американцев или там у недопереводчиков СНГшных производителей МК они обозначали спиннинги не до унцовки, да? У японцев это все чуть по-другому. У них эти буквы UL, L, ML, M обозначают мощность комля. Так вот, если, допустим, на 84-ке SPRS, которая тоже М-ка, я согласен, что там комель М, может даже слегка с запасом, то здесь он не М. Здесь комель можно, если по американцам брать, называть лайтом. Ну, если так в среднем, ну, можно его натянуть на ML, на medium лайты. Но это точно не М-ка. Мне лично его мощности хватает за глаза, но так, чтобы никто не взял то, что ему не нужно за такие немалые деньги, это не М-ка, это МЛ-ка. Почему так у них получилось, у японцев, в этот раз, я понять абсолютно не могу. То есть 2 теста и 2 важных теста в спиннинге, и по обоим мимо. Напиши они 1.20 и МЛ, и я бы сейчас вот это вот все вам не рассказывал. Дальше обзор можно закончить так. Больше минусов у спиннинга нет. Все классно, до свидания. Ну, все-таки придется рассказать подробно. Месяц я где-то уже спиннингом отловил на сегодняшний день. Ну, давайте джиг оставим на сладкое. Начнем с блесен. Нет, начнем с плетенки. Значит, спиннинг очень критичен по плетенке.
по толщине плетенки. Идеально он работает от 0,2 до 0,3. Если меньше по толщине ставить плетенку, он ее не отработает. Если больше ставить плетенку, то на 0,4 начинается уже деградация и по чуйке, и по забросу. Причем по забросу это достаточно критично заметно. Имеется в виду, конечно, в первой половине теста. Ну, во второй тоже. Я предпочитаю, в общем-то, на нем 0,25 плетенку, 0,3. Ну, это если по каким-то причинам не очень верится в 0,2 кому-то. Ну, больше 0,3 по UGK я вас очень прошу, не ставьте, вы себя просто лишите кучу удовольствия. С плетенкой закончили. Блесна. По блеснам я кидал блесна до 17 грамм. Чувствительность на них, ну, естественно, так себе, как на всех коловатых спиннингах. Но, в общем-то, загрузка есть. У спиннинга он нормально с ними работает. То есть факультативно, когда нужно будет, можно использовать с блеснами, не проблема. Проблема в толщине плетенки, что обычно с такой тонкой плетенкой блесна у нас никто не использует. По воблерам. По воблерам у нас он очень хорошо работает в первой половине теста, так как вершинка тонкая и очень нежная. Табуляр 1,1 мм. То по мелким воблерам он вполне прилично отрабатывает. Да, работает только вершинка, но, в общем-то, достаточно. Чуйка по воблерам не фонтан. Лучше, чем на блеснах, но хуже, чем на профильных воблерных удочках, конечно же. По верху у нас 90-е, 100-е, 110-е, 115-е воблера, неупористые, да, реально. Причем, что интересно, на более крупных воблерах нагрузка достаточно комфортно распределяется вниз, и вершинка не проваливается. Ну, в целом, до 90-х воблеров комфорт. Выше уже так, через один, можно сказать, можно пользоваться. Джиг. По джигу все очень хорошо. В пределах от 2 до 15 грамм. Комфорт начинается от 3-4 грамм. Хотя даже на 2, в общем-то, можно ловить, и чувствительность вполне есть с тонкими плетенками. Как бы ругать на 2 граммах очень сложно табуляр, мне лично. Значит, комфорт. Начинается от 4 грамм. И, в принципе, 12 это еще вполне нормально. Японцы советуют на сайте использовать с ним, ну, в нижней половине теста тонкие плетенки 0,2-0,3. На верху теста, по-моему, от 0,3 что 0,4, если я не ошибаюсь. Ну, так как каких-то трудных, закоряженных или просто грязных местах я использовать его не планирую, то я бы советовал, если вы не хотите иметь несколько катушек или несколько шпуль с разными шнурами под него, то ставить 0,3, с которым вы сможете работать от 3-4 грамм и на чистых местах до 12-15. Про чуйку не говорю, она просто офигительная. Она, по сути, то, как это происходит, то, как это чувствуется, похоже на 84-й с ПРС. Но на 84-м, видимо, из-за длины, конечно, она потише. Здесь все практически в пятку. Отрыжки как таковой нет. Вот этих вот бум-бум. То есть просто слышно расслабление спиннинга. Достаточно чувствительное, чтобы его ни с чем не перепутать. Так что это не проблема. А сенсорность присутствует, в общем-то, от низа теста реального, от грамма, и до
не знаю, там грамм, наверное, 6-7. Потом как бы на больших весах это, по-моему, на любых спиннингах скатывается просто в бум, если дно твердое. Там уже ничего особо не разобрать. То есть такая чувствительность избирательная, когда можно понять, куда ты бумкнул, в рыбу или в водоросль, она все-таки, по-моему, от 2 грамм до 5 где-то так находится. По сравнению с предшественником 77-м PSS-SS, строй стал более правильным, менее коловатым, больше загружается весь бланк. То, что он помощнее старого, ощущается, буквально не намного. То есть то, о чем я говорю, что это L-ка, ML-ка, это не M-ка. Я себе этот спиннинг брал под городскую ловлю судак первым номером. Вторым, я не очень люблю ловить окуня в городе. Это по факту окунь, потому что он в прилове. И щука. Если я пойду именно на щуку, я не буду брать этот спиннинг. Конкретно этот. Если только не в холодное время года. Щуку вываживать можно, нужно, но она обычно в летнее время живет в таких местах, из которых ее выковыривать надо другими палками, не такими. И соответствующими приманками тоже. Этот спиннинг любит мелкие приманки. То есть тонкий кончик, вот этот вот 1,1 миллиметра. На 84-ке он как-то погрубее сделан, то ли там нагрузка по-другому распределяется. Здесь он довольно сильно задействован. И лопушистые приманки, даже в пределах того теста, что я обозначил, не очень этому спиннингу нравится. Ни на забросе, ни на проводке. С миниатюрными прогонистыми приманками вопросах в пределах теста до 15 грамм нет. Это все нам дает что? Это нам дает вариант монтажа именно под окуня, под судака. И с этой рыбой он отлично работает. По чувствительности полностью за глаза всего хватает. По жесткости спиннинга тоже с судаком проблем никаких нет. И опять же, если в более-менее чистых местах хочется вдруг переставиться на воблера, по тому же судаку или окуню, это вполне можно сделать. Я, конечно, знаю мало спиннингов, на которых это сделать нельзя, но здесь такой шикарный джиг на этом спиннинге, за который ему можно простить все. Как сказал один мой знакомый, я не помню, говорил это я в прошлой серии или нет, этот спиннинг идеален. Имелся в виду именно по джигу. Я с этим согласен, в общем-то. Ничего лучше, наверное, нету в этом росте, в обозначенном мною тесте. Да, к сожалению, японцы зачем-то наврали с тестом. Это слегка, лично мне испортило в какой-то момент, когда я понял, что тест нереальный, картину и впечатление от этого спиннинга, но до 15 грамм все очень хорошо. Да, можно добавить, что вываживание судака достаточно, если это рыба за полкило, достаточно нервная, интересная, практически как на старом PSS. А мне это очень-очень нравилось в нем. И нравится в этом спиннинге. То есть, если на 84-ке
с ее, на мой взгляд, даже несколько заниженным тестом по комлю. Мне кажется, она не М-ка, а МХ-шка. То есть там судака тянешь и до кило, до полутора, в общем-то, никаких впечатлений не получаешь интересных. Ну, то есть он, если плетенка достаточно толстая, он просто вытягивается и все. Здесь нервность имеется. Стоит ли спиннинг своих денег? Да, однозначно стоит. Только хочу сразу предупредить, что не для всех. То есть, спиннинги серии Salty Sensation и SPRS это непрактичные спиннинги. То есть, нельзя их взять, там, свалить 10 штук, запихать, заколотить в один тубус и поехать куда-нибудь на рыбалку. Это спиннинги для тепличных условий, в общем-то, для мостиков, помостов, подсаков и тому подобное. Ну или, по крайней мере, очень аккуратного принятия рыбы. Поэтому, для выездов на природу, особенно если там это все сопровождается алкоголем, они точно не подходят, никак. Собственно, как и с этим всем не сочетаются ни дорогие катушки, ни тонкие плетенки. То есть это все для такой эстетской где-то в каком-то смысле рыбалки, по крайней мере в плане ощущений. И получения просто максимального удовольствия, даже если рыба не клюет. А если клюет, то получение мега удовольствия. Вот для этого, кому надо, может смело брать эту модель. Тест до 15 грамм, низа честные. Супер джиговый инструмент. Универсальность такая достаточно условная. То есть в нижней половине теста, да, он универсален. В верхней по воблерам все не очень красиво. Целевая рыба-судак, на мой взгляд. Щука по холодной воде и чистым местам. Да, чуть не забыл про заброс у спиннинга. Он у него очень хорош. Относительно собратьев из более ранних серий Salty Sensation, и причем неплохо он с низов, начиная. Скажем так, если на некоторых сериях для того, чтобы закинуть, нужно было сильно вкладываться в коловатый спиннинг, чтобы он кинул, то здесь, хоть он еще не относится к спиннингам, которые кидают сами, но все уже гораздо проще и приятнее происходит. А на этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Отпускайте рыбу. До свидания. Финалочка. Черт, сошел. Финалочка не получилась.